обучение детей целеполаганию. То есть, в общем-то, что мы тут можем делать как учителя, как методисты разрабатывать и так далее. Начну я с того, что целеполагание это не есть что-то такое внешне заданное. Это внутренне заложенное качество каждого человека. Ставить цели. Вот знаменитый русский физиолог, ученый Павлов, он в своей работе «Рефлекс цели» говорил о том, что акт стремления человека к цели – это одно из главных условий его жизни. То есть жизнь сама человека, она определяется вот этим вот самым стремлением. И поэтому у человека существует даже на уровне рефлекса качество целеполагания. То есть он хочет ставить цели. Но если мы ему это не даем, эта способность, она либо атрофируется, не развивается, ну и, естественно, как говорится, замещается на чужие цели. То есть, когда у человека нет своих целей, он может постоянно искать, кто бы ему эти цели дал. Значит, снаружи, и иногда даже рад этому. То есть, конечно же, если ты еще не очень-то умеешь, сложнее поставить собственную цель, чем взять готовую чужую, да, и ее исполнить. То есть тогда человек как бы впадает в исполнительскую позицию, и школа успешно его к этому учит и готовит. И получается, что школа это кузница исполнителей, если она не учит ставить собственные цели учеников. Вот. Почему это не происходит? Почему на самом деле института целеполагания не было в советском образовании, да, практически? Я имею в виду, ну вот был, например, даже я в нем и работал, и учился, институт содержания и методов обучения. Вот, а института целей обучения не было тогда вообще. Да и сегодня, по сути дела, он отсутствует на самом деле. Это, наверное, вот как раз связано, этот недостаток связанный и с отсутствием доктрины. То есть, на самом деле, государственная политика в образовании, на наш взгляд, нуждается в развитии. Сегодня у нее есть проблемы у этой политики, и их нужно решать. Но понятно, что каждый учитель тоже должен заниматься своим делом, он детей должен учить, он же не политик. Поэтому нам нужно хотя бы на своем уровне уметь делать то, что, может быть, даже еще не задано там в каких-то государственных доктринах. Так вот, чему надо учить? Учить детей ставить цели, то есть реализовывать свой внутренне заложенный рефлекс, о котором говорил Павлов, и учить детей стремления переводить в цель и в достижение своей жизни. То есть, если человек будет уметь ставить цель и достигать этих целей, по сути дела, это и есть условия его жизни. Вот. Как это делать? Давайте попробуем посмотреть, какие к этому есть возможности, а сначала некоторые понятия определим. Значит, что же такое цель? Цель, одно из таких наиболее рабочих, хороших определений, цель это есть предвосхищаемый результат. То есть тот продукт, который мы ожидаем получить, создать. Этот продукт, конечно же, должен быть проверяемый. То есть, если мы просто говорим там, развивать творческие качества, это не цель, да? Почему? Потому что это процесс развивать, что там развито, когда, насколько, в этой цели ничего не сказано, поэтому проверить ее невозможно. Придет к учителю завуч и скажет, ну как вы тут достигаете свою цель? Да, конечно, я развиваю творчество. А насколько вы развили? А кто знает, вот у каждого более-менее, так сказать, развито. Они все творят, там что-то лепят, рисуют, сочиняют, доказывают теоремы. То есть в цели должен быть на самом деле заложена возможность ее диагностики, проверки и оценки. Если этого нет, этих параметров, то на самом деле эта цель непроверяемая, и она не имеет инструментального, так скажем, воплощения. По идее, в цели должно быть отражено и продукт, который должен быть создан, и сроки, спустя которые они должны быть, этот продукт создан, и условия, при которых этот продукт будет создаваться.
то есть определенные качества его и так далее. То есть на самом деле цель с ее как бы расшифровкой должна иметь инструментальное воплощение. Дальше. Задача. Ну, одно из простых тоже определений понимания. Задача — это как бы часть цели. Если цель одна, то задач там может быть несколько. Например, поэтапное достижение этой цели. Да? И тогда мы задачи тоже формулируем как микроцели. То есть это, в принципе, тоже цель, только частичная. Ну, с целеполаганием связаны такие понятия, как ценности, смыслы, намерения и целый ряд других. То есть, на самом деле, тогда в лексикон педагога, учителя должны вот входить такие понятия. Потому что цель, она не с потолка берется и не из воздуха откуда-то, да? Она опираться должна на нечто, что-то более существенное. Мы считаем, например, что цели в образовании, цели ученика в его образовании, они должны опираться на его ценности, на его миссию этого ученика, на его понимание смысла и жизни, и образования, и обучения, и даже конкретной темы. Ну и подкрепляться намерениями, которые он, так сказать, высказывает или записывает, формулирует и так далее. То есть мы считаем, что цель — это не исходная часть деятельности, как некоторые часто могут подумать. На самом деле она производная от нечто сущностного. Вот как раз из того образовательного потенциала, который есть у ученика, из его как бы вот особенностей персональных, вот из них цель выходит, как говорится, как некоторый продукт, как тоже самозначимый, который дает путь, дает направление пути вот этой самой индивидуальной траектории. Вот приведем пример, как можно начинать. Вот у нас был там вопрос у участницы, как начинать запускать образовательные маршруты. Вот, например, первоклассница, ученица или класс с этими учениками первого класса. Учитель просто им говорит, либо письменно, но легче это, конечно, детям маленьким сказать, чем написать, но можно и то, и другое сделать. Но задать им простой вопрос. Что для тебя самое главное? Скажи, напиши. Обычно, кстати, первое называют действительно самое главное, если это не задумывается ребенок. Но вот здесь пример опроса, где было несколько больше ответов, чем вот здесь приведено. Девочки 6 лет. Первое называют любить животных. Дальше стать взрослой, жить больше, быть умной, быть красивой и так далее. Если дети постарше и пишут эти как бы свои главности, да, то можно предложить немножко более подробное задание, где сказать сначала написать 20 самых главных для тебя, как говорится, вещей, а потом еще уточнить их рейтинг, то есть, как говорится, вверх поднять наиболее главные, вниз там менее, то есть еще поставить задачу перед учеником ранжирования своих целей, да. И по сути дела уже вот этот первый вариант, где хотя бы мы можем начать, как говорится, работу с целеполаганием детей, да. Но, естественно, хороший педагог сразу понимает, не просто самое главное, да, например, самое главное где? Ну, в предмете, в природе, например. Вот учитель естествознания. И поэтому он ставит уже, конкретизирует область внимания ребенка, не просто всю его жизнь, да, вот как здесь написано, самое главное вообще по жизни, а что главное для тебя в математике, что главное для тебя там, в путешествиях, в твоей семье, в твоих друзьях, значит, в одежде и так далее. То есть на самом деле здесь, как говорится, вот эти вот приоритеты, что главное я хочу делать, чему достичь, они, дети обычно могут сказать, а дальше с этим надо работать. Как работать учителю? Первое, нужно, если вы имеете в виду письменные какие-то, значит, наборы, нужно дифференцировать, сколько целей определенного типа ребенок ставит. Например, если он из 20 целей 10 у него там про живой мир, то у него доминанта природы
как бы является его спецификой. И уже индивидуальная траектория в природе, значит, заслуживает большего внимания, чем, может быть, другие. Вот. Мы, кстати, иногда вот мне задают вопрос, чему надо уделять больше внимания? Тому, что у ребенка хорошо, или то, что у него западает? Вот. Я всегда отвечаю однозначно. Нужно уделять внимание тому, что лучше. То есть не ликвидировать недостатки и пробелы, как некоторые очень любят, да, а развивать достоинства. То есть развивать то, что уже хорошо. Почему это лучше? Значит, ребенку, во-первых, приятнее с вами общаться и заниматься не тем, чего у него плохо, а тем, что у него хорошо, да? Это, согласитесь, каждый человек, ему это будет интереснее и приятнее. Ну и, естественно, некоторые могут спросить, ну а как же, у него пробелы-то останутся? Да что значит пробелы? Вообще, человек такая система, что у него все равно, как бы развивая даже что-то одно, другое тоже будет подтягиваться. То есть верите ли вы или не верите, но это так. То есть даже гипертрофированно заниматься только чем-то одним, ну, например, там спортом или, допустим, интеллектуальными видами деятельности, у него все равно и другие будут подтягиваться. Хотя, конечно же, человекосообразность говорит о том, что в разном возрасте есть разные доминанты развития и самореализации. Если сначала ребенок это физическое движение, потом эмоциональное больше доминирует в развитии, потом интеллектуальное, потом только волевое, да. То есть вот эти разные возраста, ну как вот вальдорфская педагогика хорошо их разработала, 7-летние циклы, где каждые 7 лет меняется вот такая доминанта развития человека. И в результате он, как говорится, становится уже целостным человеком спустя, на каждом этапе он становится более целостным человеком. Так вот, мы, говоря о целеполагании, можем диагностировать цели и выделять среди них те, которые более значимы. Соответственно, это будет учитывать учитель при своей работе с этими детьми. И не только учитель, родители и другие. И сам ребенок тоже.